Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу вам предложить разобрать вот такой узор или такой квадрат. Вы видели костюм, шорты с рубашкой, да? Ну, это могут быть и не шорты, это может быть и юбка, это может быть рубашка, может быть жакет. То есть вы можете подобрать фасон и выполнить его таким квадратом. И также я предложила вам ряд схем, немножко отличающиеся от данной схемы, потому что схемы именно на это нет. Мы просто с вами поработаем, глядя на сам узор в костюме. Вы же можете ориентироваться на те схемы, которые в первых видео, и уже определиться, что вам больше нравится. Единственное, сразу хочу вам сказать, что мне не понравилось. Я не стала перевязывать в конце, а хочу вам сказать, что вот это бы соединение, вот это я бы не делала. А оставила его, или же мы соединялись бы в начале, и вот здесь в начале, а здесь у нас был бы, потому что в самом изделии здесь у нас идет отдельно связанный цветок и поставленный. Поэтому вот эта вещь у нас несколько тянет, да, поэтому вот здесь нужно продумать другое соединение, и, естественно, тогда не будет вот такого вот, как бы видите, тут собирается чуть-чуть. Убрать или же в начале соединить с одной с другой стороны, а здесь будет просто арка, увеличить. Я делала 9 воздушных, сделать 11, да, и уже согласно этого подобрать для себя необходимое количество петель, и можно воспользоваться данным решением. Ну и так, давайте приступим. Прежде чем мы с вами приступим, хочу вас попросить подписаться, кто еще не подписан, комментируйте, ставьте лайки и дизлайки, делитесь моим видео для продвижения канала. Итак, я предлагаю начать 10 воздушных петель. Замыкаем в колечко, хвостик вдоль, воздушная петля подъема, и в колечко мы свяжем с вами 24 столбика без накида. Получили мы с вами 24 столбика. Захожу в первый столбик и вяжем соединительную петлю. Теперь нам нужно связать арочки по 5 воздушных. Первый это будет столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В итоге здесь 6. Вот теперь пропускаем первый, второй, заходим в третий столбик без накида. Далее опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика на кольце. Пропустили в третий столбик без накида. Итак, мы должны с вами получить 8 таких арок. Итак, мы с вами связали. Последняя арка. Я захожу в первую петельку, так как она у нас была столбик без накида, и вяжем соединительную. И теперь я сделаю опять-таки петли подъема и перехожу под арку. Все арки будем обвязывать одинаково. Столбик без накида, затем полустолбик с накидом. И вот здесь мы с вами можем вязать первый, второй, третий, четвертый. У меня получилось 4 столбика с одним накидом. Посмотрите по вашей пряже и крючку и можете отрегулировать. Далее полустолбик и столбик без накида. Далее переходим в следующую арку и все повторяем. Все эти арки обвязываем одинаково, получаем 8 лепестков. Так мы с вами получили первый цветок, как бы ничего особенного. Теперь я сделаю воздушную петлю и зайду с изнанки. Как бы я хочу связать рельефный столбик. Завожу с изнанки на лицо, с лицо на изнанке, подхватываю рабочую нитку, выходим мы с вами в рабочую зону, и здесь я связала столбик без накида. То есть мы как бы оказались с вами за вязанием. 1, 2, 3, 4, 5. Опять-таки с изнанки на лицо, с лицо на изнанке вышли, и вот тут связали столбик без накида. То есть мы с вами вяжем на изнаночной как бы стороне арочки по 5 воздушных петель, и тоже их будем обвязывать. Вот так.
Вот они, наши 2 петли, и мы их связали. Обошли мы с вами этот ряд. Вот что у нас видно на изнаночной стороне этого мотива. Я думаю, многие это знают. 5 воздушных, и мы с вами должны зайти. Вот здесь вот был столбик, мы в него можем связать соединительную петельку и в итоге завершить этот ряд. Дальше ряд идет обвязки. Я делаю воздушную петлю, столбик без накида, полустолбик, и в данном случае и в этой арке мы с вами сделаем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. 5 столбиков получили. Теперь полустолбик и столбик без накида. Затем выискиваем вторую арку, переходим под нее и выполняем в той же последовательности. У нас как бы получается, видите, один цветок сверху, другой будет снизу. И вот такой эффект нам даст вот этот прием. Итак, мы с вами обошли, и я соединилась с соединительной петлей с первым столбиком. Вот что у нас с вами получился, да, такой вот объемный цветок. Он может быть и не совсем объемным, распрявить, да, но все равно присутствует. Теперь 1, 2, 3. Это столбик, и 1, 2, 3 как бы будет арка. Мы с вами заходим в первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы заходим в пятый столбик с одним накидом, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Идем во второй лепесток, заходим в первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы идем в пятый столбик с одним накидом в вершину и связали. Мы с вами прошлись арками, вот начиная от столбика с одним, первый и второй лепесток. Теперь 1, 2, 3, накид, и я захожу между лепестками и вяжу столбик с одним накидом. То есть я таким образом, вот этими столбиками с одним накидом, разбиваю наш цветок на квадрат. Это у нас угол. Далее опять 1, 2, 3, не 5, делаю 3, захожу в первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, захожу в пятый столбик. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий лепесток. Первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В пятый столбик. Обратили внимание, да? После вот этого столбика с одним накидом мы прошли 2 лепестка. Поэтому сейчас 1, 2, 3, накид. Между лепестками столбик с одним накидом. Вот в итоге мы с вами еще должны пройтись и получить 4 угла. Итак, смотрим. Вот наш первый столбик, вот наш второй, третий, четвертый, и мы пришли к первому. 3 воздушных, 1, 2, 3. И в третью петельку подъема я вяжу соединительную. Нам нужно пройти во вторую петлю соединительными петлями, то есть оказаться под как бы аркой. Вот мы под арочкой. И далее 1, 2, 3, 4, 5. Будем вязать арки по 5 воздушных от угла к углу. 3, 4, 5. Переходим в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша арка. И доходим до уголка. В углу у нас, видите, получается 2 арки. 1, 2, 3, 4, 5. Под первую арку. И делаем арочку из 5 воздушных. 3, 4, 5. Это именно угловая. В следующем ряду мы именно под нее свяжем столбики с одним накидом.
И далее мы с вами опять идем. И так получается. По кругу обвязываем арки по 5 воздушных. Итак, обошли мы с вами, как вы видите, да, все очень просто. Вот точка, с которой мы выходили. Вяжем соединительный и опять соединительными петельками переходим под центр арки. В данном случае мы сейчас опять вяжем с вами арочки, дойдя до угла. И затем потом разберем угол. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Смотрим, мы с вами дошли до арки, которая находится над столбиком. Вот зафиксировались под аркой. С этой точки я делаю накид, захожу в эту как бы угловую арку. Под нее я вяжу 5 столбиков с одним накидом. Вот он, 3, 4 и 5. И 5 столбик фиксирую под первую же арку, которая идет по ходу движения. Далее опять мы с вами арочками доходим до следующего угла и выполняем все то же самое. Итак, вот что у нас уже получилось. Смотрите, вот с этой точки мы начинали. 5 столбиков. И я захожу в точку, с которой я выходила. Вяжу соединительную. И соединительными опять перехожу под центр нашей следующей арки. С этой точки 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот смотрите, мы с вами как бы вяжем столбик без накида вот в этот столбик в нижнем ряду. Вот у нас так получается. И теперь 1, 2, 3, 4, 5. Выискиваем третий столбик. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этот столбик вяжем столбик без накида. И далее идем 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Под арку в столбик и в третий. Далее опять столбик под арку. И так движемся и получаем следующий ряд. Итак, смотрите, мы с вами обошли в угловой части у нас как бы 2 арки по центру. Вот здесь с этой точки мы начинали соединительный. Опять мы таки с вами соединительными доходим до центра арки. И с нее опять начинаем вязать арочки по 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Смотрите, я дошла до угла. Вот угол, столбик, первая обвязка. И вот наши 2 арки. Столбик без накида. И вот эту арку, на которой будет опять в следующем ряду обвязка, мы сделаем не 5, а сделаем, допустим, 6 или 7 воздушных. Зашли под арку, столбик без накида. То есть мы увеличили количество воздушных и увеличим количество столбиков. А далее все повторяется по 5 воздушных и под арочку. То есть ряд просто арочки. И формируем следующий арку для обвязки. Обойдя этот ряд, мы опять-таки фиксируемся соединительной петлей с точки, с которой выходили, и проходим соединительными столбиками арку. И 1, 2, 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. И, как вы видите, мы с вами оказались опять вот центральная угловая арка и последний столбик. Поэтому с этой точки я делаю накид. И в эту арку будем вязать 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. И мы его фиксируем под первой же аркой, идущей по ходу движения. Вот так. И далее опять переходим с вами
арочками по 5 воздушных и выполняем в каждом углу. Мы с вами постепенно переходим, и, как вы видите, увеличивая, по крайней мере, я увеличивала количество столбиков. Мы с вами можем остановиться на вот этом количестве, можем на этом, можем добавить еще. В зависимости от того, что мы хотим получить, у нас может увеличиваться наш квадрат. Так, смотрите, я опять обошла все по кругу, соединилась с точкой, с которой выходила. Дойдем до центра и будем двигаться и выполнять, если нам нужно, следующий ряд столбиков. А как вы понимаете, сначала мы соединяемся с центром, а затем мы делаем арку большую для того, чтобы увеличить, скажем, наш квадрат, чтобы он не стягивал. Показывать этого я не думаю, что это нужно, потому что повторяются одни и те же операции. Я просто хочу сейчас уже, коль у меня есть квадрат вот такой, я сейчас сделаю еще один ряд, и мы с вами его соединим. Итак, смотрите, я уже связала этот ряд и начала обвязывать следующий ряд. Но в этом ряду я предлагаю уже и соединиться нам. К примеру, вот мы с вами начинаем обвязку, 5 воздушных, столбик без накида. Это все еще идет по стороне. 1, 2, 3, 4, 5. Мы с вами идем вот в столбик или между двумя этими столбиками. Теперь я предлагаю вот сюда я вязала 9 столбиков. 9 столбиков с одним накидом. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5. Я 1, 2, в третий вяжу столбик без накида. И теперь мы вяжем угловую арку из 7 воздушных или из 9, вы сами можете подобрать, как вам будет удобно. 1, 2, 3, 4. 4. Давайте 5 сделаем, 9. Даже 4. Вот, да, вот четвертое, это 9 столбиков. И выискиваю 9 воздушных. И вот выискиваю центральную петлю уже в готовом мотиве. Протягиваю. И 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь точно так же мы вяжем 1, 2, 3 в третью от края столбик без накида. Вот так соединили. Теперь 1, 2, 3. Мы соединяемся со следующим столбиком, со следующей аркой. В третью петельку подъема я провожу 3, 4, 5. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Я не попадаю в петли, вяжу подарки, чтобы было быстрее. Но вы же можете вязать как подарку, так и попадать в петельку. 1, 2, 3. В центральную петлю или подарку. 4, 5. Столбик без накида. Итак, мы с вами вот вывязываем и идем до края. Итак, я вот соединила наши два квадрата. И на этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!